Я сегодня хотел бы записать ролик, который давно готовил, про то, как выбирать место для базирования своей семьи, если вы куда-то переезжаете. И, конечно, в условиях вот текущих всех событий, мобилизации, срочных пожаров, которые надо вот сейчас прям потушить, мы очень хотим оставаться таким островком стабильности и все-таки ориентироваться не на то, куда сейчас бежать, вот прямо сейчас хватать чемодан и бежать. Слушайте, ну всегда будет для этого масса поводов, но это повод, способ наделать массу ошибок. Конечно, если там у вас есть дети, которым грозит призывного возраста или там военнообязанные, лучше на время съездить в отпуск в Турцию, как мы всегда говорим. Но системно это не решение. Это ни к чему не приведет. Особенно, когда речь идет о ситуациях, в которых, оказывается, по крайней мере, 90% наших клиентов – это люди там, с двумя-тремя детьми, семейные, с активами, с бизнесом и так далее. Они не могут просто так вот постоянно куда-то в отпуск ездить. Ну, наверное, могут, но это как бы не решение. То есть поехать на недельку в отпуск – это одно, а вот перевести всех семей, детей, это же надо в школы попадать, недвижимость нормальную арендовать как минимум, а еще лучше купить, в России что-то продать и так далее. Это вопрос не быстрый. Поэтому мы стараемся говорить о каких-то системных вещах, подходах, как спокойно, несмотря на всю эту безумную ситуацию, планировать свою траекторию своей семьи, да, траекторию жизни своей семьи. Значит, я не буду сейчас говорить о том, стоит оставаться в России или не стоит, это дело каждого. Я свой выбор сделал. Там, многие наши клиенты к нам приходят, тоже выбор сделали. Многие при этом наши клиенты говорят, пожалуйста, никому не говорите, что мы ваши клиенты, потому что у нас в России остались активы, в России остался бизнес, мы продолжаем активно в России работать. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому едут в основном в Европу, чтобы рядом где-то быть. Но я сейчас хочу поговорить о другом. Вот я тоже отец, отец ребенка, которому 7 лет. И последние несколько лет мы постоянно ездили по Европе и выбирали место, где бы нам хотелось жить, как семья. Вы знаете, я для себя выбрал самый главный критерий. Это где есть хорошая школа. Потому что бизнес можно строить виртуально почти что откуда угодно, куда угодно. Да? То есть вот у нас компания в Гонконге, компания в Лондоне. При этом мы там работаем через какие-то платежные системы в Бельгии, аквайринг там еще где-то и так далее. То есть при этом живем каждый из партнеров бизнеса, там, участников, топ-менеджеров и вообще менеджеров, управленцев нашей команды, там 40 человек, все живем в разных странах. То есть нет уже необходимости работать в одном месте. Все удаленно. Ну, у меня уже третий бизнес виртуальный еще задолго до ковида. Но смысл в том, что вот как раз бизнес, он очень гибкий, динамичный, и капитал гибкий, динамичный. Можно всегда перемещать куда угодно, откуда угодно, и проблем с этим нет. А вот физически где-то жить надо в хорошем месте, с хорошим климатом, с хорошей едой, с хорошей школой, с хорошими друзьями, с хорошим лайфстайлом. Еще там, не знаю, с водными видами спорта кому-то надо. Кто-то любит лошадей. И это вот это виртуально, удаленно выстроить как раз не хочется. Потому что сидеть и смотреть по зуму, как кто-то отдыхает, ну, я думаю, согласитесь, это не то, к чему все стремятся. Значит, смотреть кино о хорошей жизни в Провансе. Так лучше жить в Провансе. Но, значит, что я хочу сказать, что вот этот критерий, он оказался самым главным с точки зрения привязки к физической реальной инфраструктуре, которую нельзя заменить никакими виртуальными компаниями, виртуальными счетами, Zoom-конференциями с сотрудниками или клиентами. Поэтому те, у кого есть дети, главный критерий – это выбор школы. Вот тут начинается самое интересное. Потому что, по большому счету, переезд в Европу, ну, вот смотрите, конечно, есть там всякие мобилизации, военные ситуации и прочее, от которых люди бегут. Но если представить, что этого нет, тогда переезжать куда-то, конечно, есть смысл, только если уровень и качество жизни станет лучше. Вот лично для меня уровень и качество жизни в свое время было главным критерием не стоять в пробках по 2 часа. Для меня было важно, что я везде могу дойти пешком, либо доехать на велосипеде, либо доехать на машине там в пределах 15 минут. И это так. И вся Европа так построена. То есть в каждом районе есть своя школа, все рядом, школы, в принципе-то, везде хорошие, вся инфраструктура распределена более-менее равномерно. Ну и, в принципе, можно поселиться почти везде в Европе. Принято, удобно и мало ездить.
Конечно, если вы там не загнали себя в ситуацию, когда вам по пробкам надо куда-то добираться, такие люди тоже есть. У меня была знакомая, есть знакомая, которая сбежала из Москвы, из пробок там откуда-то, в итоге устроилась работать так, что там ездит по 2 часа из одной стороны в другую в той же Европе для работы в банке. Ну, это в прошлом было, не знаю, как сейчас. То есть можно и так, конечно, устроиться. Но по большому счету все в Европе очень комфортно. В этом-то и есть смысл жизни в Европе. И в этой связи выбор школы, он является на самом деле краеугольным камнем. Например, когда вы выбираете внутри какой-то страны город, где вы хотите жить, а внутри города район, где вы хотите жить, то я вот делюсь своим личным опытом. Мы всегда объезжаем все школы, выбираем школу, которая нам нравится. Дальше объезжаем эти школы, смотрим, где нам нравятся преподаватели, вылавливаем родителей, общаемся с ними обязательно, потому что профессиональные эти менеджеры-управленцы, они очень хорошо продают любую школу. Но что там внутри, это другой мир. Поэтому надо обязательно находить родителей. Благо, есть много чатов, можно без шуток стоять у выхода из школы, подходить к родителям, знакомиться, спрашивать, мы хотим ребенка привести, расскажите, что про школу. Ну, конечно, находить каких-то знакомых, которые про эту школу расскажут инсайдерскую информацию. И сразу становится понятно, в какую школу вы хотите своего ребенка отвести, а в какую нет. И от этого уже зависит, где селиться, потому что, чтобы ходить в определенную школу в Европе, как правило, если это не супер дорогая частная школа, нужно жить именно в этом районе. То есть не только с точки зрения того, что вам не нужно ездить будет 2 часа в эту школу, а вам нужно будет ездить 15 минут, так вас еще в эту школу и не примут, если вы в этом районе не живете. Потому что приоритет всегда в Европе, ну, в принципе, во всем мире так должно быть, и наверное, в Москве, наверное, также, отдавать детей в школу тем, в первую очередь, кто живет в этом районе. Их туда брать, отдавать места в школе. Да? И в Европе то же самое. Поэтому, если вы поселитесь в одном районе, вы в другой не попадете в эту школу. Соответственно, вам нужно выбрать сначала школу, а потом вокруг этой школы искать жилье, что является отдельным квестом, о котором мы сейчас, конечно, запишем массу материалов, но это прям вот очень важно понять логику. Не сначала искать жилье, а потом школу, а сначала искать школу, а потом жилье. Я не говорю сейчас о случаях там фрилансеров, молодых девушек, парней там или пар, у которых нет детей, у них их жизнь прекрасна. Путешествуйте вообще, вот цифровые кочевники вам в помощь, виза цифровых кочевников. Но для тех, у кого уже есть дети, а еще и несколько, это прям основной фактор и бюджетного планирования, потому что это будут основные расходы, и якорь, который вас привязывает к одному месту. Потому что на самом деле больше ничего не держит. Если нет детей, ты свободный человек, путешествуешь где хочешь. Налоговая-то и то никогда не узнает. Вот во Франции еще один прикол. Основной фактор, по которому признают вас налоговым резидентом Франции, если ваши дети, где ваши дети ходят в школу. Это самый как бы надежный способ признать человека налоговым резидентом. Это надо тоже учитывать. Поэтому мы об этом будем готовить материалы, мы об этом будем много рассказывать. Мы будем брать интервью максимально у... Мы думали сначала брать интервью у менеджмента школ, но поняли, что они как бы каждый кулик свое болото хвалят. Это малоэффективно, потому что они просто будут продавать. Но поговорить с родителями, у которых были разные кейсы поиска разных школ, это пожалуйста. Рассказывают и ужасы, и хвалят наоборот. И мы сейчас даже запускаем отдельный софт-лендинг поддержку для наших клиентов по выбору школы, подбору жилья, открытию банковских счетов, полностью консьерж-сервис, полностью по приземлению в новой стране, в которой приезжают. Вот, приходите к нам на наши консультации, обязательно расскажем. У нас очень классные бесплатные консультации. У нас большая команда этим занимается. Весь топ-менеджмент сидит на этих консультациях. Я всех заставил, собственно говоря, на эти консультации ходить, потому что это связь с рынком, мы не хотим ее терять. И в этом есть как бы какая-то наша миссия. Помимо контента, который мы делаем и бесплатно выкладываем в большом количестве, это экспертные интервью, это и наши какие-то разборы, аналитика, которую мы готовим, партнерские материалы, мы еще проводим, на самом деле, половину нашего времени тратим на бесплатные консультации. Единственное, что, конечно, по сферам нашей специализации, то есть мы, наверное, не сможем там быть полезны по студенческим визам, по беженству и так далее, но про стартап-визы, предпринимательские визы, визы талантов приходите, поговорим. Это все к нам. Ну, стараемся быть полезными как можем, присылайте вопросы, это поможет нам быть еще более полезными. Спасибо большое. Я думаю, что ситуация, которая сейчас происходит, она нормализуется. Главное, с моей точки зрения, не превращать ее в норму. Она не должна быть нормой. Это ненормальная ситуация. Но каждый выбирает свой способ борьбы. Кто-то выходит на демонстрации, за это как бы их стоит уважать.
Но не все готовы выходить на демонстрацию. Кто-то за семью боится, кто-то еще. Поэтому, к сожалению, приходится признавать ситуацию такой, какой она есть. Нам часто пишут в чатах, что же такие странные русские люди не выходят, не бастуют. Да, французы бастуют по любому поводу, я вам скажу. Чуть что не так, выходят, бастуют. Это совершенно другая нация. Русские люди, они супер адаптивные, супер терпеливые, там тысячелетняя история их ко всему приучила, их сложно чем-то напугать. Но и сейчас бастуют, и выходят на демонстрации. И я думаю, что рано или поздно доведут до безумия, и дальше будет страшный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но до этого, видимо, еще гречка не кончилась настолько. А потом будет страшное что-то. Но сейчас, независимо от этого, те, кто не готовы участвовать во всем этом безумии, приходите к нам на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на наши консультации. Я уверен, это будет полезно. Спасибо вам за ваше доверие, за ваше время и за ваши вопросы. Присылайте, пожалуйста.